Всех приветствую на своем канале. Мы с вами сегодня погадаем на кофейной гуще. И у нас будет такая тема. Что обязательно исполнится до конца года? Какие ситуации, какие перемены войдут в вашу жизнь, ворвутся? Что будет происходить? Подумайте, пожалуйста, о себе, загадайте себя, свое имя, а я тогда буду начинать смотреть. Итак, самое первое, на что я хочу обратить ваше внимание, здесь я увидела два человека. Эти два человека, они друг другу очень близки. То есть здесь какие-то любовные отношения. Если вы сейчас находитесь в отношениях, у вас все прекрасно, у вас все хорошо, скорее всего, до конца года у вас открывается как новый путь, новая светлая дорога, без каких-либо преград, препятствий. Причем, знаете, вы вот к этой дороге очень давно шли с вашим любимым человеком. У вас перемены заключаются в том, что, возможно, у вас может состояться переезд, какое-то перемещение, например, с одного места на другое место. Например, если вы рассматриваете вопрос переезда, скорее всего, до конца года вы куда-то переедете в другой город, в другую страну, либо подальше, например, от родственников, да, чтобы только были бы вы и ваш любимый человек. Почему я говорю от родственников, к примеру, да? Потому что здесь я вижу, как два человека, они очень многое прошли вместе, и они не опустили руки, поэтому они останутся вместе и пойдут по новой дороге. Смотрите, здесь у кого-то из вас могла быть такая ситуация по прошлому. Кто-то человек третий, как говорится, третий лишний, мог действительно очень сильно противостоять вам и вашим отношениям, вот именно с этим человеком. Поэтому здесь вам не сладко пришлось, может быть, что-то вытерпеть, выслушать, но вы по итогу, смотрите, вы преодолели какие-то неприятности, проблемы, каких-то людей, кто именно мешал именно вашим отношениям. Поэтому здесь тот, кто в отношениях, у вас открывается совершенно светлая дорога, новый путь, и перемены заключаются в каком-то переезде, в перемещении именно туда, возможно, куда вы всегда хотели, может быть, отправиться, поехать, переехать. Потому что здесь вы об этом думали, вы об этом мечтали. Это не так, что, знаете, куда глаза глядят, скажем, как на какой-то риск. Нет, вы конкретно уже понимаете, знаете, куда вы хотите поехать, и вы туда отправитесь именно до конца года с вашим любимым человеком. Может быть, даже здесь, знаете, как у кого-то действительно, если у вас только начались отношения, скорее всего, до конца года кто-то из вас может решиться уже на какое-то совместное проживание. Может быть, вы переедете вместе куда-то, либо начнете вместе снимать жилье, какой-то дом. Вот как-то вот касается любви здесь. Так, следующий момент. Что еще у вас исполнится до конца года? Вот знаете, что здесь кто-то из вас отпустит ситуацию относительно вашей работы. Знаете, у меня такое впечатление, что у кого-то из вас может быть сейчас очень непростое время, такой сложный, как говорится, период, когда необходимо терпеть. Может быть, начальника, шефа, свой коллектив, людей, с кем вы работаете, да. Но здесь такая ситуация, когда вы можете себя ощущать некой жертвой именно на работе. Вот я не знаю почему, но у кого-то из вас именно такая ситуация. Поэтому здесь я вижу, что кто-то из вас до конца года все-таки решится уйти раз и навсегда вот с такой работы, где вы себя чувствуете как жертва. Также это может быть, опять же, у кого-то и отношения любовные. Если вы себя ощущаете как жертва, да, то, скорее всего, до конца года вы наконец-таки позволите себе вырваться, не боясь абсолютно ничего. Потому что вам будет гораздо легче, если вы вырветесь оттуда, где вам плохо, да, там, где, возможно, вы грустите, вас что-то не устраивает и так далее. Поэтому здесь до конца года, если это касается, например, работы, значит, кто-то уйдет наконец-таки с работы. Вот. Но если касается у кого-то и любви, значит, вы здесь вырветесь. Но это касается лишь тех, у кого действительно очень сложные взаимоотношения с любимым человеком. Но до конца года, я вижу, вы вырветесь, потому что вам очень тяжело. Вам очень тяжело. Так, следующий момент. У вас, смотрите, идет какое-то завершение. Идет какое-то завершение, обнуление. У вас как будто бы одно заканчивается, завершаете, вы к этому больше никогда не вернетесь. Либо это работа, либо это у кого-то отношения. Но и опять же, смотрите, обновление идет в вашей жизни. Полностью в вашей жизни. Такое впечатление, что до конца года вы себе как пропишете целый список того, с чего вам необходимо начать свою новую жизнь, светлую жизнь.
как будто бы жизнь с чистого листа. Много для себя поймете, много для себя подчеркнете. У вас намного откроются глаза. Поэтому у кого-то из вас начнется совершенно новая жизнь до конца года. Вот так вот, дорогие мои друзья. Так, следующий момент смотрим. До конца года что еще у вас произойдет? У кого-то из вас до конца года состоится поездка, но это не в другую страну. Это скорее как будет в вашем городе. Может быть, в ближайшем городе от вас, например, да? То, что вы где-то остановитесь. Может быть, действительно здесь, если вы одни, например, да, то, скорее всего, у вас может состояться какая-то дорога, может быть, на отдых, может быть, кому-то в гости. Но я просто увидела дорогу, в которой вы останавливаетесь на какое-то время. Потом возвращаетесь обратно. Может быть, у вас будет такой, знаете, момент, когда необходимо будет действительно все с себя сбросить, скинуть и побыть наедине со своими мыслями. Потому что здесь как необходимо немножко восстановиться, прийти в себя. Может быть, после каких-то действительно сложных моментов в вашей жизни. Поэтому до конца года у вас может состояться какая-то дорога, может быть, это отдых, неделя, 2, например, где-то, где вы остановитесь на какое-то время и потом возвращаетесь обратно. Вами может кто-то заинтересоваться, всерьез заинтересоваться, но это не человек для любви, да, а скорее вы будете интересны кому-то как работник, да, то есть то, что вы умеете делать очень хорошо, в чем у вас есть, например, опыт. Поэтому здесь вас будут рассматривать как какого-то хорошего работника, вы явно кому-то очень понравитесь, подойдете, как вы работаете, как вы себя, может быть, показываете, да, поэтому здесь будьте готовы, я говорю не все, да, некоторые из вас, то, что вас могут увидеть, на вас могут обратить внимание, скорее всего, вас могут даже куда-то пригласить, чтобы вы себя показали, на что вы готовы, что вы умеете, потому что здесь явно вот какой-то интерес будет какого-то человека к вам, но именно что касается работы. Так, дальше. Очень интересная ситуация, то что опять же здесь как-то тянется какая-то ваша боль. Тянется боль, переживания, какие-то слезы. Поэтому до конца года вы от этого избавитесь. Вы от этого избавитесь. То, что за вами очень долго тянется, боль, переживания, какие-то слезы. Как будто бы, знаете, вы можете находиться длительное время в таком состоянии. Либо какие-то воспоминания, которые вас заставляют переживать, плакать. Поэтому здесь до конца года вы от этого уйдете раз и навсегда. Станете сильнее, вы не будете принимать так близко к сердцу какие-то ситуации. Вы отходите от этого, обязательно отойдете от этого. Но опять же, здесь почему-то образ идет кольца, может быть, это касается вашего мужа, например, да, вашего парня, либо вообще отношений. Может быть, кому-то из вас вообще не везет в отношениях. Поэтому здесь я вижу, что вот это вот состояние ваше болезненное, оно у вас уйдет. Вот это вы избавитесь до конца года. Как будто бы уже пора разорвать какой-то круг, где вы ходите как по кругу. Так. Так, ожидайте денежку, ожидайте прибыли. Ну, то есть это в самое ближайшее время. Так, по событиям прошлого, грусть, какое-то плохое настроение, это могло быть, например, пару дней назад, неделю назад. Знаете, у вас было желание спрятаться, вас что-то могло очень сильно огорчить. Огорчить, было желание укрыться, спрятаться, держаться как-то в тени. Также у вас могло быть такое состояние не очень хорошее из-за другого человека. Почему-то здесь увидела образ человека, который отворачивается от какого-то диалога, от разговора, от другого человека. Почему-то буква К. Буква К. Если это ваши инициалы имени либо фамилии, да, значит, это ваша ситуация. Потому что здесь действительно по недавнему прошлому вижу очень плохое настроение. Может быть, вы себя плохо ощущали после какого-то разговора, например, да? Кошечка, смотрите, какая кошечка. По недавнему прошлому кто-то из вас мог столкнуться с обманом, с какой-то хитростью. Либо же вы могли хитрить намеренно, да? Возможно, у вас даже было желание такое
ускользнуть от кого-то вот как-то втихаря незаметно. Вот в прямом смысле. Вот, либо действительно кто-то из вас мог столкнуться с какой-то хитростью, обманом, предательством, возможно, с какими-то не совсем хорошими высказываниями именно в ваш адрес. У кого-то даже так, по прошлому. Малогущий — это прекрасно, это всегда хороший знак. Это говорит о том, что вы обязательно уйдете из какого-то тяжелого состояния, и вам станет гораздо легче до конца года. Опять же, смотрите, в зоне дома, семьи, отношений. Почему-то у меня, знаете, как ощущается такая некая тяжесть. Тяжесть, состояние одиночества, когда голова просто тяжелая, ходит кругом, и какая-то нерешительность есть у кого-то из вас. Поэтому здесь до конца года вам придется определиться. Вам придется определиться. Может быть, это касается вашего любимого человека, да? Потому что здесь идет для вас как вариант и подсказка. Либо закопать, как говорится, все то, что было у вас с кем-то раз и навсегда, воспоминания, ситуации различные, просто забыть и избавиться от этого. Либо сидеть дальше и плакать. Вот напрямую такая у нас ситуация. У кого-то из вас может состояться действительно очень серьезный разговор, который очень сильно изменит вашу жизнь. Но почему-то я здесь вижу одного человека. Кто-то из вас может остаться, например, один, да, либо, например, вам будет лучше одному, чем находясь с кем-то в отношениях. Вот, потому что даже порой, будучи в отношениях с кем-то, вы можете себя чувствовать одиноким. Поэтому здесь я вижу, что кто-то из вас выберет одиночество. Так, следующий момент. У вас до конца года может состояться встреча. Встреча очень приятная, где вас будут ждать, очень сильно ждать и надеяться, то, что вы все-таки не подведете, вы будете с кем-то рядом, может быть, кому-то приедете. Здесь увидела образ троих людей. Почему-то больше девушки, женщины здесь. 3 человека. И у вас может состояться до конца года какая-то дорога, может быть, это семья, например, взрослая женщина и 2 девушки помладше, например, моложе, да. Вот, потому что здесь, может быть, это ваша семья, ваши подруги, например, да. Но здесь у вас может состояться до конца года поездка вот именно вот к этим женщинам. Я не знаю, кто они могут быть вам, но явно они на вас смотрят, они о вас переживают почему-то, думают часто о вас. Вспоминают, как вы там, что вы там. Если это ваша ситуация, скорее всего, вы можете действительно куда-то поехать. Вот, может быть, это семья, либо это ваши подруги, я не знаю. Но явно здесь будет желание у вас к ним отправиться, быть с ними вместе. Так, хорошо, следующий момент. Почему-то до конца года идет очень много разговоров, очень много бесед, очень много каких-то, как знаете, как поездки, но это как по городу. Знаете, такое чувство, что необходимо будет вам решить очень много вопросов относительно каких-то бумаг, документов, постоянно быть как в разъездах, либо очень много придется вам ходить, очень много. И именно когда до конца года вам необходимо будет решить вопрос документов, какая-то суета идет с документами, с подписями какими-то, с печатями. Прямо, знаете, у вас даже такое настроение будет, когда зря я вообще вот за это взялась, либо зря я это затеяла, потому что слишком много каких-то, не то чтобы проблем, как-то все это долго тянуться будет за вами, вот вопрос с какими-то документами, важными документами. Так, следующий момент. Что до конца года обязательно у вас исполнится, что случится. У кого-то из вас будет удивление, очень сильное удивление в отношении близкого человека. Близкий человек — это может быть как брат, сестра, например, да, либо муж.
Потому что здесь действительно что-то будет такое, чего вы вообще и не ожидаете. Может быть, какая-то тайна прояснится у вас. Может быть, вы что-то увидите, узнаете, услышите, но у вас как будто бы глаза на лоб вылезут. Вот действительно какая-то ситуация, которая вас просто встряхнет очень-очень сильно. Так, следующий момент. Следующий момент, что у нас здесь? До конца года. До конца года. Вы до конца года можете очень сильно поменяться. В плане, если вы были слишком добры кому-то, вы станете гораздо жестче, вы станете гораздо сильнее противостоять кому-то, чему-то. Как будто бы на вас будут смотреть совершенно другими глазами и вас не будут узнавать. Но это благодаря каким-то ситуациям, которые на вас повлияют, что по итогу вы очень сильно поменяетесь. Возможно, знаете, как вам судьба предоставит такие ситуации, как говорится, действительно серьезные, где необходимо будет проявить именно себя, вот именно с другой стороны. Не так, как вы привыкли действовать, да, а совершенно по-другому. Но это вам пойдет во благо, потому что вам необходимо быть жестче, серьезнее и как-то решительнее, да, не бояться ничего, а идти к тому, чего хочет ваше сердце. И, возможно, до конца года действительно у вас много поменяется, много изменится, но благодаря каким-то ситуациям таким внезапным и резким. Вот такая у меня здесь получилась чашечка. Всем вам большое спасибо. Желаю всем счастья, добра и хороших вам перемен. Всем пока.